Приехали покататься на каточке. Что-то походу мы не успели. Да, прикол. Такие дела. Ну ничего, погуляли заодно. Вот, были мы, короче, здесь неделю назад, да? Неделю назад. Он еще открытый, светился. И то нам сказали, там что-то 7-го он не работал. Типа будет работать там то ли с 8-го, то ли с 9-го. Еще, типа, сейчас 16 января. Конечно, грусть, тоска, печаль, обида. Вообще идешь уже по центру, что-то из украшений новогодних осталось, по типу вот эта вот штука сверху, гирлянда. Вот, а большинство всего того, что было, красивенько светилось, это, конечно, уже все сняли и уже, наверное, готовятся к весне. На наших сопочках выпал снег. Супер. Мы сегодня едем снова на Визаран. Для нас это уже как обыденное дело. Но на самом деле с каждым разом, не знаю, как Сереге, мне, наверное, все тяжелее и тяжелее ездить на Визаран тем, что, ну, с нами же случалась уже такая ситуация, что нам типа пешком пришлось идти. И каждый раз, когда мы теперь едем, такое напряжение небольшое внутри, что а вдруг там тот же чувак работает, а вдруг еще что-нибудь, вдруг что-то поменялось. Да ладно, что там пару километров прошли. Не, но все равно. Ради здоровья. Нет, можно прогуляться, ты знаешь, по городу, а можно прогуляться вдоль трассы, где нет пешеходной дороги, где все в грязи. Ну, вот такие дела. Надеемся, что сегодня мы быстренько все пройдем туда-обратно. Сделаем опять белый картон. И домой. Постараемся не есть сегодня сэндвич. Нет, мы не едим больше мучного. Каждый день так говорим. Каждый раз вспоминаем, едим и плачем. Ну вот и все, что-то как-то быстро мы прошли границу туда-обратно. Вообще нет народу, воскресенье вечер. Хорошо, что нас не отправили, потому что сегодня очень холодно. А еще, вы не поверите, не было ни одной машины, когда мы в ту сторону выходили из Сербии. Вообще ноль, просто пусто. У нас снова снежок. Уже середина дня, в целом снег еще не растаял, представляете? Это очень круто для Сербии вообще в целом. У нас тут вообще все стульчики, все тут в снегу. Тут вот скоро еще чуть-чуть начнут розочки уже, побеги появляться, расцветут. Здесь у нас деревце будет. Видочек, конечно, вон там задняя стенка так себе. Будет дерево, все закроет, и будет очень даже красивенько. Хотела показать вам, друзья, мороженое. Это, наверное, самое лучшее мороженое, что могли придумать в Сербии. Оно продается в Лидле. Продается, ну, в целом там большими упаковками можно его взять, либо поштучно. Поштучно где-то 74 динара, ну, это около 50 рублей. И если упаковкой брать, то в Лидле мы где-то по акции чаще всего берем 8 штук за 380 динар, ну, 250 рублей где-то. 8 штук вот таких вот. Достаточно большие, прям, ну, наесться прям, обалдеть как можно. Надо окна помыть. А здесь у меня сушится шиповник. Я его, ну, в целом уже давно высушила, еще когда мы на Фрушку гору ходили. Мы там поднасобрали шиповника, я его помыла, разрезала, посушила. Уже, ну, как бы давно высох. Я его не убираю с батареи, с теплой, потому что у нас в шкафах на кухне очень влажно. И из-за этого я переживаю, что он может плесенью покрыться.
И вот я его не убираю с батареи, чтобы он всегда такой вот был. Но, ребята, он такой крутой. Вот мы на термос 0,5. Ой, какой 0,5? На литр. Литр термоса. Почему литр? 0,5. 0,5 термоса литров мы завариваем вот столечко. 5 штучек. 5 штучек завариваем. Это вообще полностью достаточно. Допустим, вечером залили кипятком. На ночь оставили, а с утра уже можно пить. И это чудесный волшебный напиток. А еще там просто куча витамина С. Вообще я хотела сказать, что в Сербии не так много и вкусного мороженого. Я помню, в России была коровка из Кореновки вкусная, 48 копеек вкусная. И, по-моему, все. Вот эти типа магнат, ну, оно типа вроде как считается, ну, не знаю, ну, подороже, да, типа, чем обычное. Но, тем не менее, мне оно не нравилось совершенно по вкусу. Вот я была приверженницей такого. Еще я больше всего люблю не пломбир, а либо клубничное, либо малиновое, либо фисташковое. Больше всего люблю такое мороженое. В Лидле тоже фисташковое продается, но там какую-то добавляют, ну, ароматизатор это добавляется, и он как невкусный, короче, какой-то привкус у него химический. А вот циферки и моя корона, которую мне Серега надувал на день рождения. Никак не могу выставить в группу, пускай бесплатно заберут, что мне уже не нужно будет это все дело. Да, но то, что висело тут на окнах, тоже было не очень... Что тут запуталась, не пойму. А я сегодня буду делать вкусняшки из хлебцев. Вот таких вот. Тоже в Лидле продаются, там что-то около 50 динар. По калорийности вот одна штучка, не одна штучка, целая пачка 135 калорий. Такие же продаются с солью, но я вот решила взять... Ой, я только заметила, капец, они с перцем. Ну ничего, будет у нас десертик с перцем. Так вот, делаю я, значит, растоплю шоколад. Добавлю туда размельченных орешков. Обмакну туда вот эти вот хлебцы. Подсмотрела эту идею где-то в Инстаграме или в Ютубе, не помню уже, но было очень аппетитно. Увидела в веганском отделе вот такие вот тоже штуки, обмазанные просто шоколадом сзади, без орешков, без ничего. Вот эти стоили 50 динар, а те, которые с шоколадом обмазанные, что-то в 4 или в 5 раз дороже. 250 динар, что ли. И по количеству, в смысле, столько же. И я подумала, а почему я не могу сама это сделать? Только еще и с орешками. Такая вот крошечка у нас получилась. Такие вот они тоненькие прям. Ну, перцем не пахнет. Я смотрю, они тут вообще из кукурузы, из чего еще, из риса, что ли. Разноцветные. Внутри 7 штучек. Рублю шоколад обычно вот на такие вот мелкие кусочки, чтобы он быстрее растопился. Ставлю обычно в какую-нибудь чашку или тарелку, обычную посудину. Разогреваю духовку на 100 градусов. И помещаю туда в посудине шоколад. И периодически достаю, помешиваю, очень часто, и даже я бы сказала, чтобы там шоколад не подгорел никак, и никакого постороннего привкуса не получилось.
Также у меня есть вот такой вот кокос. Я 2 штучки, наверное, сделаю вместо орешков, посыплю кокосом просто на шоколад растопленный, и все. Думаю, будет вкусненько. Сегодня, я так понимаю, у нас влог про какие-то продукты, раз уж я начала показывать. Покажу еще кое-что. Очень долго не могла в Сербии вообще найти какой-то нормальный какао. Берешь дороже обычной цены, он невкусный. Берешь дешевле, средний, они невкусные. Думаешь, блин, ну что, вообще что ли какао никакого нет. Колебаут тут не найдешь, хотя в Нови Саде открылся завод Колебаут, но вот ни в одном магазине что-то мы не видели, даже в кондитерских. Вот, и я нашла в Лидле, он недавно появился совсем, ну, либо я просто не замечала. Вот такой, в общем-то, какао, замечательный, вкусный. Был еще в белой упаковке, я первая его брала, до этого точно такая же марка, все точно так же написано, но я почитала по калорийности, другое было, по составу то же самое. В общем, я не пойму, в чем их различие. Я помню, да. Вот тот какао, который перед этим был белый, он был более насыщенный. Вот это менее насыщенный какао, но тоже очень вкусный. Вот, у меня остался старый какао еще, вот, никак не могу никуда его использовать, дешевый. Вот, может, куда-нибудь выпечку добавлю, потому что так его пить, конечно, невозможно. Серега любит с утреца попить какао вместе вот с таким вот сухим молоком. Это соевое молоко. Вот такое оно внутри. Мы покупаем, добавлять во всякие блюда, во всякое какао, там, ну, так, мы не пьем его, конечно, просто так, да. Вот эта упаковка, 300 грамм, как тут указано на упаковке, типа хватает как на 3 литра соевого молока. Не знаю, никак не проверяли, ничего не смешивали, вот просто берем, сколько оно, 420 динар упаковочка стоит. В целом ее хватает где-то, ну, наверное, на месяц, на 1,5 месяца, где-то так. Смотря как часто мы ее используем, куда добавляем. Я могу ее добавить в пюрешку, если делаем картофельную. Знаете, как делают, добавляют молоко обычное, да, всегда коровье. Нам оно не очень как бы нравится, поэтому... Ну и плюс лактоза плохо усваивается из молока. Мы добавляем вот это соевое молоко, чтобы такой вкус был более такой нежный. Также очень долго не могла найти копченую паприку. Я настолько влюбилась в нее в России, что я просто без нее жить не могу. В Турции ее не было. Ну, я не могла найти, пока мы жили в Болгарии. Как-то вообще не до этого было, там мы всего месяц как бы были. В Сербию приехали, я просто умирала, искала везде вот эту вот копченую паприку. Те, кто меня из Сербии смотрит и тоже ее любят, называется она Димлена паприка. Это значит копченая паприка. Учим сербский с малиной travel. Продается она в Меркаторе, в большом гипермаркете этом, ну, в специях. Единственная вообще, блин, в своем роде просто. Стоила что-то 150 динар, что ли, упаковочка. Но мне ее в целом намного хватает. 25 грамм здесь. Закладываю весь шоколад вот в эту посудину. В ней же буду в печке топить шоколад. Нет, не лопнет. Ёпрст-ты, опять натекла вода. Офигеть, вот, блин. Я уже начинаю не успевать, мне нужно уже собираться. Мы сегодня с Серегой запланировали поход в магазин. Вот, и я должна была пойти туда раньше, потому что мне нужно
самой как бы совершить все покупки. Серега вообще не любит со мной по магазину ходить. Я настолько долго это делаю, я смотрю все продукты, даже те ряды, которые мне не нужны, я все равно там пройдусь, все равно глазами пробегусь, то, что точно нужно, то, что точно не нужно, посмотрю, приму решение. Остановлюсь, прочитаю все составы, подумаю 300 раз, еще надо мне это или не надо, и что я могу с этим сделать, приготовить и так далее. Ну, а вы как ходите по магазинам? Расскажите мне, и как ваши любимые на это реагируют? Кошмар, сколько воды. Это у нас фасад дома сзади течет. У нас вот наши властники хотели повесить сзади водоотлив. Хотели сделать это еще дней, наверное, 14 назад. Но он до сих пор лежит у них там. Ну, а что вы хотели, друзья? Полака, ё-моё. Полака. Мы привыкли. А хотите, кстати, прикол вот с этой шваброй, с которой я только что мыла? Это такой вообще прикол. Короче, как-то в 7 классе или в 6 классе у нас была классная руководительница Ирина Ивановна, ее звали. И, короче, периодически кто-то должен был приходить и убирать наш класс. Ну, то есть мыть полы именно там. И вот, когда выпадала моя очередь, там была швабра такая какая-то. Швабра деревянная, на которую тряпку вешаешь и моешь. Вот, и я ей тогда сказала, а у нас дома была вот такая, которую я сейчас мыла. И я помню, ей такая сказала, ой, а я не умею мыть такой шваброй. Просто прикол. Она так на меня посмотрела, говорит, а ты что, дома полы не моешь, что ли? Ну, типа, якобы, ты же девочка. И я такая, я мою, у нас швабра вот такая-то, и я ей объясняю. Она говорит, это ты знаешь, что это швабра для... Она настолько на серьезке начала повышенным тоном говорить, что это швабра для ленивых, там всякая вот эта дичь. Она прям меня вот реально унизила вот этим самым. И я помню, я дома даже перестала этой шваброй мыть, потому что мне почему-то стрёмно было. У меня все время в голове было вот это вот, типа, ты это вообще, типа, для самых ленивых. А я такая, я не ленивая, я такая вот, надо как все. Хотя, по сути, вы знаете... и вот у меня была вот эта травма с этой шваброй, что я ее вообще в руки никогда не брала, я делала все ровно по-другому, такая ведомая была. Я перед тем, как мыть полы, я всегда пылесосила, чтобы все волосы, вот эти вот мои, да, которые выпадают вечно, все вот это вот пыль, все это типа собирается пылесосом, и потом типа влажная уборка, как последний этап убирается, да, шваброй. И вот вы знаете, когда мы приехали в Болгарию, и я у родителей Сереги увидела вот опять же эту швабру, после которой меня в 7 классе унизили, грубо говоря. Вот. И я поняла, что она очень хорошо собирает, вообще не надо перед этим пылесосить, и она очень хорошо собирает и пыль, и волосы, и все на свете, и это настолько быстро, удобно, что можно прям вот взять и каждое утро, ну, протереть полы от вот этой всей фигни, чтобы этим всем не дышать. И сейчас я понимаю, что это не швабра для ленивых, это просто швабра для тех, кому так удобно убираться. Кому-то удобно кинуть тряпку, да, на вот эту вот деревянную, грубо говоря, швабру. Кому-то вот другой шваброй удобно убираться, кому-то третий, кому-то четвертый. Вот для меня, наверное, вот эта швабра самая идеальная с губкой. Идеальная просто. Я очень долго не могла в Сербии ее найти. Оказывается, в обычном строительном магазине вот такая швабра, в Hobby House, кстати, опять же, для тех, кто в Сербии живет,
Она стоит 800 динар всего. Это 500 рублей где-то приблизительно, вот так. Ну что, можно уже достать и размешать. У меня специальная силиконовая лопаточка именно для десертов. Вот видите, как хорошо плавится. Именно для десертов я использую только для кондитерки, потому что если ее использовать и туда, и в обычную готовку, и десерты, то она впитывается. Если, допустим, вы лук жарите или чеснок, она очень часто в себя впитывает, вот силиконовая посуда. И потом, вот, допустим, я даже сейчас теплый мешаю шоколад, может просто запах какого-то лука или чеснока передаться в этот десерт, понимаете? Это ужасно и отвратительно. Потом в какой-нибудь сладости чувствовать, что там привкус чеснока или лука. Ужас. Так, я буду использовать зубочистку, не знаю, упадет она с нее или нет, потому что я даже неровно воткнула ее. Буду окунать в шоколад. Вот таким образом. Что-то пока первое не очень получается, да? Лишь бы не упало все зубочистки. Ладно, будем делать вот так. Хоп. Хоп. А вот так даже проще на самом деле. Так, переворачиваем все это дело вот так. И посыпаем орешками. Вот такая вот красота у нас получается. Такая тоненькая печенюшка. Короче, вот так вот пергамент я постелила. Сейчас что-нибудь положу сюда. Вот так вот. Ну, вот сюда 3 печеньки получится. Ну, в общем-то, как-то вот так, друзья, это все получается дело. Выглядит сочно-восточно. Погодка, конечно, не кайф. Снежок, все это, конечно, хорошо. На луже. И вот если тебя еще обрызгают, конечно, это будет прям боль больнейшая. Та-да-да! Сербия, Сербия. One love. Я иду вот и постоянно очкую. Потому что погода слякостная, здесь полно луж, а люди, ну, особо не заморачиваются и на скорости вылетают в повороты, там, в лужи и так далее. Очень не хотелось бы быть именно той жертвой, которую облили из грязной лужи, из холодной. Да, напрягаюсь, короче, все время, когда машина вот летит сзади. Но есть водители, которые притормаживают, а есть вот, которые летят, ничего не видя, не замечая. Я уже несколько раз видела, как людей облили, поэтому очкую, короче. Смотрите на эти лужи. Жестко. Мы пришли в Токио Суши. Вообще шли совершенно в другое заведение. Тоже суши. Но вот нам по пути попалось это место, мы решили зайти посмотреть, как выглядят сеты, как выглядят роллы, и нам показалось, что здесь намного вкуснее, мы решили зайти и попробовать. И оказалось, что здесь официантка разговаривает по-русски, и это так приятно, до ужаса просто, до жути приятно услышать русскую речь, когда уже очень давно не слышала я, но не именно там с друзьями как-то пересечься,
знакомыми, а именно вот прийти в кафе, и чтобы это какое-то было обслуживание по-русски, потому что в России самое лучшее обслуживание. Мы заказали сет. Нам принесли соевый соус вот в таких бочоночках. Я прям по ним соскучилась. Прям у нас в Ресте тоже такие были. Нам принесли сет. Такой вот большой. С креветкой. Здесь есть сашими из лосося и тунца, суши. И с тунцом. И вот такие вот маки с огурцом и авокадо. Ну что, солнце? А ты носи кудасай? А ты носи кудасай? Домой готов. Мы вышли под впечатлением полнейшим. Нам вообще капец понравилось. Все было настолько вкусно, настолько была классная официантка. Вот. Ну, как-то, не знаю. Обслуживание на высоте, да. Да, прям вот прям приятно. Весь вечер прошел прям сильно-сильно приятно. Вот, плюс еще эти, ну, хорошие куски такие. Сашими, да. Свежие, что очень важно. Свежие, красивые там. Да, прям вообще, короче, кайфанули. А натуральный был васаби, что очень редко можно встретить в ресторанах. Да? В основном все порошковые, да, кладут. А здесь прям натуральный васаби был. Хороший соевый соус, тоже очень важный момент. И самый лучший это рис был. Но для рис, меня да, он прям вообще, сладкий, японский, настоящий рис. Сваренный в рисоватке. Не переваренный, не доваренный, а именно как надо. Это тоже важно. Короче, в этом ресторане есть меню на русском, на сербском и на английском языке. Вот. Мы так поняли, что сами владельцы русские. Вот. Вот. Водка. Ой, из напитков, кстати, там есть Саке. Саке, потом японское пиво. Асахи. Гиперкрутое место, называется Токио Суши, Нови Сад. Ссылочку я оставлю вам в описании.